Всем привет и добро пожаловать! Это вторая часть видео «Пустые баночки за январь». Давайте начнем с пустых баночек по уходу за лицом. Начнем с очищения. У меня закончился великолепный продукт от компании Белинда. Это польский производитель. Это у нас нормализующий гель, очищающий, многофункциональный, свекла, кале и пребиотики. Это балансирующий гель, прекрасно подходящий для нормальной комбинированной кожи. У него очень удобно сделана помпа-дозатор, которая позволяет извлекать очень удобно продукты из упаковки. Сразу скажу, что продукт очень долгоиграющий. При регулярном использовании у меня где-то был, наверное, 4-5 месяцев. Немножко, конечно, мне поднадоел. У него вот такая вот гелевая текстура. Аромат косметический, приятный. Видите, у меня уже срок годности подходил до марта этого года, поэтому я прям поднажала на него и с большим удовольствием его закончила. Очень хорошо очищает кожу, очищает после макияжа. Например, я макияж сняла мицеллярной водой, потом использовала это средство. Либо с утра, можно в течение дня, если есть такая необходимость, если я нахожусь без макияжа. Универсальное средство, хорошо работает, никаких нареканий у меня к нему нет, только одни положительные плюсы. Довольно экономичный, приятный аромат. Еще один продукт для очищения кожи. Это шелковый гель для умывания. Это у нас компания FT Cosmetic, Россия, Москва. Объем 75 мл. Обещает превосходно смывать макияж, очищать поры и матировать. Один раз я его попробовала по прямому назначению. Он был очень жидкий, гелевый, прозрачный, выливался сквозь пальцы, плохо пенился и сушил ужасно кожу. Мне эта вся история, конечно, не понравилась. Я его использовала для очищения кистей и спонжей для макияжа. Вот моим кисточкам, вероятно, понравилось. Мне как бы нет, поэтому больше сказать ничего не могу. Для лица у меня закончилась глиняная маска контур от компании Планета Органика Skin Superfood. Здесь у нас органический экстракт дикого имбиря, аюрведическая глина мултани мити и органическое масло индийской амлы. Такое великолепное сочетание, очень натуральный состав. Так как эта маска на основе глины, она прекрасно кожу очищает, но также у нее очень много питательных органических экстрактов, например, кокосовое масло, растительный глицерин, оливковое масло и так далее, то она помимо того, что хорошо кожу очищает, она еще прекрасно ее напитывает. Вот вы ее нанесли, например, на 12-15 минут, смываете, и кожа не только хорошо очищена, она еще и как будто увлажненная. Вот после нее вообще ничего не хочется наносить. Ни крем, ни сыворотку, ничего. Прекрасный, бюджетный, работающий продукт. Могу посоветовать, мне она очень понравилась. Что касается сывороток, давайте пока не забуду. Покажу вам сыворотку от компании Natura Siberica, линейка Lab. Это антивозрастная сыворотка, полифенольные ферменты березовой чаги. Здесь содержится уникальный трехмерный компонент повышенной концентрации макро-микро и ретикулированная гиалуроновая кислота, которая проникает во все слои кожи, интенсивно увлажняет и возвращает свежесть. Но обратите внимание, что эта сыворотка не сочетается с кислотными пилингами, с АХ-кислотами и L-аскорбиновой кислотой. Применять ее нужно утром и вечером. Я применяла ее вечером. Она довольно удобная. Вот немножечко осталось мне, но уже никак ее не извлечь. По консистенции, видите, она не густая, не жидкая. Такого немного оранжевого цвета морковного.
Пипетка работала хорошо, я где-то 2-3 капли на все лицо наносила, довольно она экономичная. Аромат у нее, ну, есть легкий такой специфический, косметический. Она не липкая, но немного чувствуется на лице. То есть, если чуть-чуть переборщить, то чувствуется, что вот есть что-то на вашей коже. Сверху я закрывала ее кремом. В принципе, мне нравилось. Объем здесь 30 мл, хватает очень надолго. Также хочу отметить, что здесь у нее пластиковая, видите, пластиковая упаковочка, для кого это важно, но плюсом то, что есть пипетка. Знаете, могу посоветовать, очень хорошо увлажняет кожу, выравнивает тон, является прекрасной базой под крем. Она довольно бюджетная, попробовать ее можно. Еще одна сыворотка у меня закончилась от компании Evelyn. Это мультипептидная омолаживающая сыворотка с гликолевой кислотой. Мгновенно улучшает упругость и регенерирует кожу для всех типов кожи. Здесь у нас уже совсем другая история. Здесь у нас уже стеклянная, если вам будет видно, упаковочка. Темненное стекло, тоже с пипеткой. Объем здесь у нас уже 18 мл. Рекомендуется ее использовать утром и вечером массажными движениями на чистую кожу лица. Не наносить на зону вокруг глаз. К сожалению, эта сыворотка мне абсолютно не понравилась. Она мне просто не подошла. Сейчас даже вам я покажу. Наверное, тут что-то осталось. Она, знаете, наносится, в принципе, нормально, адекватно. Но вот она ложится, распределяю я ее по лицу, она ложится какой-то пленкой. Вот пленка, как будто, знаете, я поверх своей кожи сверху положила какой-то пластиковый пакет. Вот пластик я положила на свое лицо, все, как будто какая-то пленка, просто. Пленка, моя кожа не дышит, моя кожа страдает, и еще если я сверху нанесу какой-то крем, это вообще будет просто атас. Поэтому, к сожалению, нет. Моему типу кожи она не подошла. Возможно, действительно для возрастной кожи, для кожи, нуждающейся больше в питании, в увлажнении, в каком-то омолаживающем факторе, да. Но такое неприятное ощущение. Вот даже сейчас на руке я ее пытаюсь как-то растереть. Она, вот знаете, все равно ощущается. Какая-то она скользкая, какая-то вот она немного липкая, очень такая навязчивая сыворотка, но не попробуешь, как говорится, не узнаешь. Далее покажу для лица еще один продукт. Это у нас уже корейский бренд Esfolio. У меня закончилась эссенция для лица в большом объеме 40 мл. Эссенция в виде тонкой вуали. Она очень легко распределяется по лицу. Она убирает немного возрастные изменения, хорошо кожу увлажняет. Содержит фруктовые кислоты, которые активируют процесс микроциркуляции кожи, улучшается немножко цвет лица. Кожа становится более гладкой, отдохнувшей. Несмотря на то, что эта эссенция, она мне хороша была в качестве ночного ухода, потому что она очень хорошо питала, глубоко увлажняла мою кожу. Мне компания Esfolio очень нравится, особенно вот эта их знаменитая кокосовая серия, которая реально многофункциональная и долгоиграющая. Очень надолго мне хватило, тоже, наверное, месяца на 3,5. Но уже срок годности у нее подходит к концу. Она до марта 2022 года, вот если вам будет видно. Поэтому я тоже, знаете, ее из запасов взяла еще в прошлом году. И думаю, надо ее выводить. Классная сыворотка, эссенция, мне она очень понравилась. Ничего плохого не сделала, только одни положительные эмоции. Я могу ее посоветовать. Что касается лица, у меня закончилась, на удивление, интересный продукт, который меня удивил. Я, честно сказать, ничего от него не ожидала.
Это обновляющий пилинг-скатка с облепихой, 98% натуральных ингредиентов, тоже от компании FT Cosmetics, как и этот товарищ, они были в наборе, там еще третий был продукт, дальше покажу. Думаю, объем здесь, кстати, небольшой, 25 мл. Что нам обещает? Обещает, благодаря тому, что в составе есть волокна целлюлозы, пилинг-скатка при нанесении на лицо скатывается в мелкие шарики, очищает и абсорбирует загрязнения. Делает нам легкий массаж и пилинг, не травмируя кожу. Соответственно, возвращает ровный тон и здоровое сияние. Нужно нанести на сухую очищенную кожу лица легкими круговыми массажными движениями, что я и делала. Как только я вскрыла упаковку, сразу меня покорил и удивил очень-очень приятный аромат облепихи. Девочки, мальчики, кто любит облепиху, натуральную, вкусную, классную, то вот могу посоветовать этого товарища. Просто отлично. Смотрите, какая у него консистенция. Пюреобразная, не жидкая, позволяет хорошо нанести и распределить по лицу. То есть много этой скатки не нужно. Она довольно такая долгоиграющая. Объем в 25 мл хватит надолго. Ой, сразу пошел аромат облепихи. Я к аромату облепихи очень хорошо отношусь. Мне он нравится. И видите, спустя буквально несколько секунд легкого массажа действительно у нас появляются, как и обещал нам производитель, эти крупинки. Вот. Хорошо мы еще массируем кожу и потом умываемся. Кожа значительно более нежная, более свежая, улучшается цвет лица. В общем-то, я не ожидала, что за столь бюджетную цену какой-то мне доселе незнакомый производитель такую вот красоту сделал. Просто отлично. Я буду, знаете, я присмотрюсь к этой FT Cosmetics и, возможно, что-то еще для себя открою новенькое. Удивил меня этот производитель, я очень рада. Что касается ухода за лицом и этого производителя, я вам покажу еще один продукт, который мне тоже на удивление понравился. Это увлажняющие патчи для лица с гиалуроновой кислотой. Собственно говоря, я из-за них и покупала весь набор. Это вот так вот был набор из 3 продуктов представлен. Я хотела очень познакомиться с этим продуктом. Здесь объем тот же самый, 25 мл. Обещает максимально увлажнять деликатную зону вокруг глаз, насыщать кожу полезными микроэлементами, разглаживать мелкие мимические морщинки. Легкая гелевая текстура способствует интенсивному усвоению кожи активных ингредиентов, быстро впитывается. Нужно нанести гель тонким слоем и не смывать. Это средство, оно тоже очень-очень долгоиграющее, 25 мл. Это при регулярном использовании вам хватит больше, чем на месяц. Немножко специально вам оставила, так, наверное, оставила, да, чуть-чуть, чтобы показать. Вот такая вот гелевая, плотная, густая консистенция. Вы наносите тонким слоем, но я наносила не тонким, я наносила вот где-то вот таким вот довольно толстым слоем. Под глаза, прям так хорошо наносила, держала, наверное, минут 7. Вот спустя 7 минут весь вот такой слой у меня впитывался. Производитель нам говорит не смывать, но, девочки, мальчики, я смывала, потому что, ну зачем мне этот слой геля нужен, если дальше я буду наносить макияж, уход, потом макияж, мне как бы это не нужно. Я считаю, что за 7-10 минут он впитался, кожа взяла все, что нужно, а остатки я просто смыла. Ну, можно там салфеточкой вытереть, кому как бы, да. Это принципиально. Все. Я держала этот пакетик в дверце холодильника. Дополнительно он меня охлаждал, тонизировал. В общем, очень приятный товарищ, на удивление. Мне понравился. Кожу вокруг глаз не раздражал, глаза не слезились, покраснений не было. Поэтому вам могу посоветовать, если вы его увидите, то обратите внимание. Что касается патчей, у меня закончились еще интересные патчи
от корейского производства, от компании Professor Skin Good. Это утренний кофе в объеме 30 штук. Мне очень понравилось оформление. Тканевые патчи с кофеином повышают упругость кожи, борются с мешками, оказывают тонизирующие действия, интенсивно увлажняют кожу. Нужно оставлять на 15-20 минут. Вот не соглашусь. Они очень быстро почему-то высыхали. Хотя я плотно держала, плотно закрыто держала упаковку, тоже держала в холодильнике. А обычно тканевые патчи минут, наверное, 10 у меня. Эти же прям минут 5-6, все, они уже... Чувствую, стали подсыхать. Только я чувствую, что они стали подсыхать, я, конечно, их убираю. Поэтому из-за этого я больше не повторю, но, возможно, присмотрюсь к этой марке. Я знаю, что эта марка широко представлена в подружке. Там у них и гидрогелевые маски для лица, и тканевые, и гидрогелевые патчи. Возможно, что-нибудь еще себе присмотрю. Ну уж очень мне было интересно познакомиться с этой новой для себя маркой Professor Skin Good. С удовольствием познакомилась. Но вот свое любопытство косметическое я удовлетворила. Далее еще покажу одни патчи гидрогелевые с экстрактом женьшеня от компании Shine Green. Они мне попадались в боксе из-за подружки. Классные такие, довольно тонкие гидрогелевые патчи. Они были вот такого вот цвета, как здесь нарисовано. Очень удобно их с собой брать куда-то в поездку, в командировку. Хорошо увлажняют, делают взгляд отдохнувшим и свежим. Это патчи на основе экстрактов пиона, женьшеня и ягод, вишни, клюквы и малина. Отсюда их такой цвет. Они мне очень понравились, ничего плохого сказать не могу. В общем-то, очень даже положительный эффект дали. Еще одни у меня патчи закончились, да. Много в этом месяце я разных патчей использовала, и гелевых, и тканевых, и гидрогелевых, и вот такие еще у меня патчи. Ну, точнее, это не совсем патчи, это тканевые повязки на глаза перед сном от компании Garnier Skin Naturals. Эти повязки обогащены минералами, морской водой и гиалуроновой кислотой. Они с легким охлаждающим эффектом. Видите, производитель говорит нам положить их там в холодильник, да, до минус 4 градусов. Они будут дополнительно охлаждать. Они увлажняют контуры глаз, разглаживают уставшие контуры век на 15 минут. Вот таких тканевых масок у меня было огромное множество. Когда-то в магазине Окей я на них увидела хорошую цену в 39 рублей. Так вот они стоят 89-100 рублей. А это, я не знаю, просто какая-то карусель щедрости была. Я накупила, наверное, штук 10. Где-то 4-5 я использовала, потом они мне надоели, потом я их отложила, и вот 2 последних добила. Чем они немножко мне не нравятся? Довольно специфически. То есть, смотрите, это такая реально повязка на глаза. Вы должны лежать, то есть перед сном, да, вы должны лежать, ничего не делать, с закрытыми глазами. Для меня это немного утомительно, просто лежать с закрытыми глазами, ничего не делать, да, и ждать, пока эта маска будет воздействовать. Вот это небольшой такой нюанс. И если бы не это, да, если бы это просто там по типу патчи было, тогда бы было бы все отлично, я бы, наверное, еще бы себе купила. Но в любом случае познакомилась с ними. Они мне понравились, ничего плохого не сделали, но немножко поднадоели. Далее давайте покажу еще одну маску. Точнее, это набор тканевых масок для ежедневного использования от компании японской Lily-Lune. Это сила 5 экстрактов риса. Здесь было 7 тканевых масок с экстрактом саке, масло рисовых отрубей, камели, экстракт дрожжей, экстракт сливы. Вы можете прочитать, что для чего нужно было. Эти маски прекрасно тонизировали, увлажняли, освежали кожу. Я их использовала с утра, тоже держала в дверце холодильника. Да, у меня в дверце холодильника специально есть полочка косметическая, где я по необходимости держу все, что мне нужно. Это тканевые маски, так как я их наношу с утра, и мне нужно моей коже проснуться,
охладиться, освежиться, я использую именно так. Также у меня баночка с гидрогелевыми патчами стоит, с тканевыми патчами. В общем-то, реально такая полочка в холодильнике существует. Что еще могу сказать про эту маску? Что касается формы маски, она немножко узковата мне была в глазах. Но все-таки это японские производители. У меня глаза такие обычные, круглые, да. Поэтому немножко, конечно, я подрезала ее в зоне глаз. А так великолепно. За свою стоимость в 688 рублей она была замечательная. Я ее покупала в Золотом Яблоке. Многие у меня в прошлом видео в покупках спрашивали, где я покупала товары. Там я тоже показывала тканевые маски, патч. Девочки, покупала я уже отвечала в комментариях под видео, сейчас еще хочу ответить. Покупала многие товары в магазине Золотое Яблоко, либо в физическом магазине, если есть такая возможность. Если нет магазина физического, то покупаю через интернет-магазин. Так, кстати, даже намного удобнее. Вы сидите дома, да, в спокойной обстановке и уже выбираете те позиции, которые вам интересны. Поэтому маска классная, могу посоветовать, что-то я, как всегда, много болтаю. Что касается лица, я вам хочу показать целую плеяду кремов для лица от компании Clarins в маленьком объеме 5 мл, но тем не менее у меня их прям что-то было очень-очень много. Я получала их при заказе в интернет-магазине Clarins. Всегда я их выбирала, потому что они мне очень нравятся. Это из линейки Мультиактив. Эти кремы великолепно подходят в качестве дневного ухода. Они очень хорошо, быстро впитываются, улучшают цвет лица, прекрасно кожу увлажняют, напитывают. Мне нравится их текстура, нравится, как быстро они впитываются. После них макияж не скатывается. Они прекрасно подходят для нормальной комбинированной кожи. Объем 5 мл хватает тоже надолго, поэтому подбиваю свои малыши, миниатюры, потому что тоже, знаете, много их накапливается, много они и места занимают, и времени на них уходит много, поэтому нужно это все дело заканчивать. Что касается ухода за лицом, что касается компании Clarins, то у меня закончилась еще одна серия по уходу за лицом. Это линейка Hydra Essential. У меня закончилось два продукта. Один продукт 15 мл и еще 5 мл. То есть в совокупности 20 мл продукта. Этот продукт я использовала тоже в качестве дневного ухода. Это интенсивно увлажняющий крем для нормальной, склонной к сухости кожи. Сейчас в зимний период он мне очень хорошо подошел, он мне понравился. Прекрасно кожу увлажняет, тонизирует, является прекрасной базой под макияж в качестве дневного крема. Я его наносила с большим-большим удовольствием, он мне тоже очень понравился. И вот так постепенно все малыши, все миниатюры я вывожу. Еще один продукт легендарный и мною очень любимый, это Clarins Pure Scrub. Это у нас матирующий, отшелушивающий гель для лица. Но я его использую как скраб для лица, потому что у него очень такая плотная текстура, много скрабирующих частичек, такого зеленоватого цвета. И уже на очищенное лицо я наношу небольшое количество, особенно на Т-зону. Он прекрасно кожу очищает, шлифует, кожа такая нежная, отдохнувшая. И прям вот, ну, классно по аромату, он мне нравится, прекрасно подходит для комбинированной кожи. Отличный, великолепный продукт. Еще один продукт от Clarins, но уже Clarins Men. Это в объеме 5 мл. Это у нас крем мужской после бритья. У меня супруг пользовался с большим удовольствием и после бритья, и просто я ему намазывала этот крем. Он очень приятным ароматом обладает, такой легкий, быстро впитывается. Тоже когда-то попадался при заказе, можно было его выбрать. Но вот я решила
познакомиться, его выбрала. Что касается лица, последний продукт покажу. Это влажные салфетки для снятия макияжа, 15 штук от компании LPK. Они мне очень понравились, покупала в подружке. Действительно, я ими смывала макияж. Они были хорошо пропитаны, классные салфетки. Я бы повторила, особенно актуально для каких-то таких вот моментов командировок, путешествий и так далее. Давайте перейдем к уходу за телом. У меня закончилась соль от компании Epsom. Английская соль, сульфат магния, магнезия. Природное средство для похудения, борьбы с целлюлитом, снятия усталости и боли в мышцах, прекрасного настроения и крепкого сна. Эту соль в объеме 500 грамм я использовала всю пачку, высыпала, растворила в ванне, принимала ванну 15-20 минут, наслаждалась. У нее прекрасный состав, она очень мелкая, чистая, хорошего помола, быстро растворяется. В общем-то, одно удовольствие было использовать эту натуральную английскую соль. В общем-то, классная. Вот такой малыш, апельсиновый фреш для ванны и душа, бодрящая шипучка от компании Лаборатория Катрин. Быстро, хорошо растворяется. Кстати говоря, очень хорошо шипит. Использовала для дочки, ей понравилось. Дальше давайте покажу пилинг носочки Angel K, безупречный педикюр. Это корейский производитель. Когда-то я покупала в магазине Fix Price за 99 рублей. Эти пилинг носочки мне понравились. Здесь экстракт лимона, апельсин, экстракт яблока, авокадо, грейпфрута. Мы наносим их стандартно на чистые ножки. Наносим их на 60-90 минут. Потом ножки ополаскиваем, и спустя 5-7 дней начинается процесс отшелушивания. У меня он начался значительно раньше, где-то на 4-5 день. Первые шелушинки пошли, и спустя, наверное, 1,5-2 недели полностью кожа на ножках обновилась. Но сейчас самый период для этих процедур, поэтому все было отлично. Потом для поддержания хорошего результата я использовала спа-носочки Relax терапия с лавандой. Тоже когда-то покупала в Fix Price. Это из моих запасов. Сейчас уже таких цен в 99 рублей нет. Сейчас уже все значительно дороже. Здесь у нас масло макадамия, экстракт герани, экстракт розмарина, масло ши, прекрасные носочки. Я в них просто отдыхала, кайфовала, моим ножкам очень понравилось. После того, как я их сняла, ножки более заметно такие мягкие, нежные. В общем, понравились. Также из магазина Fix Price у меня закончилась вот такая прелесть. Это турмалиновые детокс-патчи для ног с женьшенем и зеленым чаем. Они в виде вот таких наклеек на стопы ног. Одни действительно золотые, другие зеленые. Что хочу сказать, я ими очень довольна, они мне очень понравились. Обещают укреплять иммунитет, выводить токсины, снимать напряжение, тяжесть и усталость в ногах. Насчет всего этого не знаю, ну никак не проверишь. Но что могу сказать лично от себя, что с этими наклейками, с этими детокс-патчами я просто спала как младенец. Сон был такой качественный, глубокий. На утро я встала отдохнувшая. В общем, спала я как младенец. Это самое главное, здоровый, крепкий сон. Поэтому если я увижу еще их в магазине Fix Price, то, наверное, еще пару-тройку таких штучек прикуплю. Цена у них была 79 рублей. Закончились от LPK ватные диски двухсторонние. Мне они понравились, они не расползались, для разнообразия были неплохие. Также от компании LPK закончились ватные палочки косметические. С одной стороны они были обычные, с другой стороны они были вот такие здесь, как здесь нарисованы, закругленные. Это очень удобно, что одна сторона палочки стандартная, а вторая для корректирующих каких-то манипуляций, для макияжа. Было очень-очень удобно, и цена была бюджетная. Буду повторять.
Также хочу вам показать кусочек мыла от компании Камей. Это сакура и витамин В3, миндальное масло, экстракт шелка. К сожалению, в ходе эксплуатации этого кусочка он меня прям пополам вот так вот треснул. Я не знаю, что с ним случилось. Срок годности у него хороший, аж до 2024 года. Но, тем не менее, я до последней вот крошечки его использовала, потому что по качеству оно мне понравилось. Ручки не сушила. Приятная такая розовая текстура, цвет был у этого продукта. Но вот, к сожалению, почему-то оно треснуло. И еще один кусочек. Это банный эталон. Мыло хвойное, натуральное, свежий аромат хвойного леса. Сейчас этот аромат просто в тему, он такой зимний, такой классный. Мыло было зеленого цвета, вот такого насыщенного. Я люблю, когда мыло у нас цветное. Объем кусочка был большой, 180 грамм. Изготовитель у нас Малайзия. И если бы я встретила такой кусочек в магазинах, я бы купила себе в запасы еще, но вот, к сожалению, не знаю, где его встретить. Мыло классное по качеству, большой такой кусочек. Хватило его надолго и до сих пор у меня еще в мыльнице. Давайте покажу быстренько декоративные продукты, от которых я избавляюсь. У меня закончилась база под тень от компании Evelyn 8 в 1. Продлевает стойкость макияжа, увеличивает интенсивность цвета теней, разглаживает, увлажняет и укрепляет, восстанавливает. Действительно, все это так. Этой базой я пользовалась, наверное, месяцев 5, а может быть даже и больше. И она как бы вообще нескончаемая. Мне кажется, она еще даже не закончилась. Вот такая информация, кому интересно. Но я понимаю, что больше 5 месяцев, наверное, уже не стоит ей пользоваться, потому что все-таки это уже у нас объем 7 мл. Видите, 6 месяцев после вскрытия. Это все-таки у нас глаза, да, и как бы не хочется рисковать. Сейчас вам покажу ее текстуру. Она такого бежевого цвета. Видите, она абсолютно не закончилась. Мне кажется, ей еще можно полгода пользоваться, но я, конечно, этого делать не буду. Она очень хорошо матирует, выравнивает век и действительно стойкость теней увеличивает. То есть тени такие более яркие становятся. Я избавляюсь от двух тушей от компании Clarins. У меня в оттенке 01 Perfect Black и Intense Black в объеме 8 мл. Такая информация. Это туши мои любимые от Clarins. Я, можно сказать, совершаю покупки в интернет-магазине Clarins ради этих тушей, потому что там они максимально выгодно стоят, ну, где-то в районе 1600-1800. Тушь увеличивает объем ресниц. Прекрасная тушь, она действительно делает ресницы распахнутые, объемные. Вот такая щеточка. Цвет интенсивно черный, буквально один взмах, и ваши ресницы невероятного объема. У меня сами по себе ресницы длинные, но им не хватает объема. И с помощью этой туши объем просто как веер, вот такой распахнутый, изгиб и разделение, выразительный объем. Эта тушь очень стойкая. Я вот, когда добивала ее, то с этой тушью попала под снегопад, под метель, когда весь снег с ветром мне в глаза. Я думала, у меня сейчас вся тушь просто размажется. Каково же было мое удивление, когда я посмотрела в зеркало, абсолютно тушь не размазалась, то есть она реально стойкая, отличная тушь. У меня есть еще одна в запасах, но пока немножко от нее я отдохну. Ну и давайте последний продукт, который вам покажу на сегодня. Это компания Sephora Collection. Вот такой вот продукт. Это у меня в оттенке 13 жидкая помада для губ в очень таком красивом оттенке. У меня с ней случилась неприятность, она у меня упала, отскочила прям вот ровно пополам заглушка, ну и вот в таком вот состоянии у меня помада оказалась. Я себе сказала, что буду ей пользоваться до тех пор, пока буду снимать пустые баночки, а потом уже избавлюсь. Не хотела я от нее избавляться, потому что она великолепная по качеству, она мне очень нравится. Она очень плотная,
Имеет плотный, красивый, насыщенный цвет. И несмотря на свою текстуру, спустя несколько секунд после нанесения она приобретает матовый финиш. Очень плотная, стойкая, легко наносится. В составе у нее масло авокадо. Витамин Е, кожу абсолютно не сушит, губы не жует, красивый такой носибельный цвет, тоже не размазывается. Великолепная помада жидкая в оттенке 13, такой универсальный оттенок. Я обязательно себе ее повторю, потому что в ее качестве я могу быть уверена, это уже, знаете, такой проверенный продукт. Вот такие были пустые баночки. Спасибо, что были со мной до конца. Всем желаю отличного позитивного настроения и, конечно, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!